Друзья, всем привет! Компания Xiaomi вышла из некой такой спячки и начала активно рассылать новые обновления HyperOS 2 Global, ну а также обновления стоковых приложений. Но если последняя история это отдельная тема для видеоролика, то сегодня мы с вами говорим о свежих обновлениях прошивки HyperOS. Что нового, что в принципе поменялось и стоит ли обновляться, узнаете в этом видео. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Ну и что же, приходит самая новая актуальная прошивка 2.0.112.0. Да, опять же, вы мне можете в комментариях сказать, что у тебя Xiaomi 15, что вот это нечестно, что если брать, допустим, какие-нибудь бюджетные смартфоны или средние бюджетки, то там все будет иначе. Но суть этих видеороликов в целом вас ознакомить с тем, что стоит ожидать от новых обновлений. Возможно, какие-то мелкие фишки, какие-то мелкие доработки, ну и тому подобное. Что вас сразу, конечно же, заинтересует, это список изменений. Я вообще думал, что разработчики чуть позговорчивее в них будут, они просто какие-то стандартные отписки будут выполнять. Но в этот раз получилось, как и обычно, просто обновление системы безопасности за апрель 2025 год. Есть еще такой интересный момент, что все вот эти прошивки с нумерацией 2.0.112, ну вообще в принципе нумерация 2.0.100 и так далее, она у нас более такая промежуточная перед куда глобальным обновлением 2.0.200.0. И да, есть информация, что для глобального рынка эта прошивка уже в процессе подготовки. Но что интересного или же что вырезали разработчики из этого обновления? Давайте сейчас я вернусь на рабочий стол и продемонстрирую вам следующую историю. Что когда я перешел на новое обновление, у меня, во-первых, поменялась камера. И да, вы мне можете сказать, что это не слишком прям такое изменение, ну я имею в виду, что именно сам ярлычок поменялся. И кто-то в комментариях может написать, что я обновился на новую версию камеры 6.0, но как оказалось нет, это версия 5.4. И как вы понимаете, 5.4 могут поставить только актуальные флагманы компании Xiaomi. И соответственно все другие смартфоны могут поставить версию камеры 5.3. Вы также можете еще, наверное, подумать, что если версия поменялась, ну и соответственно у нас там также меняется, к примеру, интерфейс и прочее. Но, как оказалось, нет. Все остается по-старому и ничего нового разработчики в это приложение не добавили. Опять же, ждем, когда выйдет официальная версия 6.0 для глобальной прошивки, ну и это будет, конечно же, круто. Следующий момент, который также я заметил из таких неприятных, это то, что разработчики вырезают в разделе «Защита батареи» возможность полной зарядки. И да, вы мне можете сказать, что я могу считерить, могу поставить актуальную версию приложения безопасности вручную. Это да, это я, конечно, все понимаю. Но вот по умолчанию в стоке эта история на прошлом обновлении была, именно как полная зарядка. Сейчас же ее не наблюдается. Ну а так в целом по автономке могу сказать, что прям каких-то лютых провалов я не наблюдаю. У меня установлено 2 сим-карты, здесь полный фэншуй. Если кому интересен график, ну понятное дело, что тут и Antutu я гонял, и там всевозможные тесты использовал. И то есть тут я не могу сказать, что по сравнению с предыдущей прошивкой 2.0.109.0, по-моему, как-то стало лучше держать батарею. То есть тут ничего, увы и ах, не поменялось. Опять же, разработчики нам постоянно говорят, что оптимизация, автономность это их приоритет, что все будет очень круто работать, что значит все поменяется, но как вы понимаете, что не просто так, чтобы в принципе прошивка была идеальная, чтобы она была прям такая вылизанная, и потому тут стоит смириться с тем, что определенные проблемы и баги, ну там в плане той же автономности все же встречаться будут. Еще была у меня такая небольшая надежда, что появятся интересные возможности у нас из прошивки 2.0.200.0 именно вот на глобальном рынке. Это и в блокировке экрана, что мы можем, к примеру, на рабочем столе вот эти настройки менять, потому что по умолчанию, ну, допустим, как-то, ну, не очень вам может это не нравиться. Также, если вам не нравится переход в камеру, то есть это все можно уже в новом крупном обновлении менять. Но была все-таки такая небольшая надежда, что и здесь это может проявиться. Плюс еще в новом обновлении 2.0.200.0 нас ожидает такая история, как возможность настраивать отображаемые ярлыки в строке состояния. И да, хоть была, конечно, еще одна надежда, что количество отображаемых значков уведомлений там будет безграничное, но разработчики решили все-таки отказаться от этой идеи. И скорее всего, по умолчанию будет 3 значка, которые мы с вами можем прикрутить.
Да, к сожалению, это так, и, ну, опять же, нужно отправлять там всевозможные отчеты, отправлять баг-репорты, писать им, что вот, верните безграничное их количество, ну и, возможно, когда-то там разработчики снизойдут и нам эту всю историю вернут. Также напоминаю вам, что в новых обновлениях HyperOS на некоторых аппаратах, ну или же на многих там актуальных аппаратах добавляются следующие моменты. В разделе персонализация и экрана рабочего стола добавляется размытие обоев, то есть кому интересно, вы можете эту кастомизацию поставить. Если вы зайдете именно в раздел блокировки экрана и тут вы сможете настроить стиль, то здесь, где эффект у нас фона или же обоев, добавляется такая история, как линза. Тоже выглядит очень интересно, и также, кто этот момент пропустил, вы можете себе его установить. Если же у вас по умолчанию данной истории нет, необходимо обновить несколько стоковых приложений, и после чего это все у вас проявится. Потому, если интересно, все самые свежие и актуальные обновления для прошивки HyperOS в нашем телеграм-канале по ссылкам в описании под этим видео. Возможно, вас также еще заинтересует такой момент, как Xiaomi Hyper AI, что же там, возможно, нового добавилось. Но если кто-то думает, что разработчики будут что-то сейчас новое сюда докидывать, ну, к сожалению, это не так. Но, опять же, есть тут небольшой такой момент, в котором разработчики налажали, по моему мнению. Они добавили недоперевод, то есть вы наблюдаете, что в принципе есть локализация, но если заходить по каким-то отдельным моментам, то ее не будет. Да, если мы еще вернемся там самый назад, расширенные настройки, у нас будет AI Subtitles, да, как бы на английском языке, вот About AI Subtitles, ну, я не знаю, почему так это произошло, то есть где-то английский, где-то вот русский, к примеру, ну, опять же, разработчики, возможно, где-то там что-то накосячили, и как бы-то вот с этим нам придется с вами смириться. Многие также еще задают вопросы касательно такого раздела, как спецвозможности, скачанные приложения. И тут у многих есть такой раздел, как Xiaomi Hyper AI Engine. Многие думают, что он улучшит оптимизацию, автономность, быстродействие нашего устройства, но, друзья, это не так. Xiaomi Hyper AI Engine просто добавляет возможность вам активировать некоторые фишки искусственного интеллекта, но, опять же, есть тут момент, это нужно все делать с помощью Activity Launcher. И важно еще понимать, что не на каждом устройстве все это можно будет активировать. Да, как бы разработчики таким образом пытаются нам, ну, не то чтобы палки в колеса вставлять, но как бы пытаются нам усложнить жизнь, чтобы мы получили все это куда раньше, чем, ну, необходимо. И многих еще также, наверное, заинтересует вопрос, что же там по синтетике. Если я не ошибаюсь, если мне правильно память моя подсказывает, то до этого, когда я делал все вот эти ваши Antutu тесты, то данный аппарат набирал там что-то 2 миллиона 400 с чем-то тысяч очков. То сейчас он набирает 2,5 миллиона очков. Да, весьма неплохие цифры, как, ну даже не то, что неплохие, а весьма очень такие крутые цифры. Но, честно говоря, я не понимаю вообще, в принципе, смысл за ними гоняться, ведь не это главное в смартфоне. Но для кого важно, вот, пожалуйста, такое это устройство выбивает. Ну что же, давайте теперь подведем итог. Вообще, в принципе, новые обновления, они очень такие интересные, потому что там лишь только фиксы. И ожидать чего-то сверхнового от этих прошивок я вам не советую. Что-то новое будет выходить уже, когда более крупные обновления будут появляться от компании Xiaomi. И также, как они уверяют, что как только для китайского рынка крупное обновление 2.0.200.0 выйдет в стабильный релиз, на глобалку также там через энное количество времени все это добро придет. На сегодняшний же день я доволен остался тем, что есть, каких-то багов, залипов, прочего не наблюдается. Самое главное, что устройство не ушло там в бутуп или какой-нибудь кирпич, ну и это, как для обычного пользователя, очень хорошо. Но если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.